Ну и сегодня мы продолжаем тему денег. Как воспитать в детях навык управлять деньгами? Понятно, что в разном возрасте, если вы начинаете, там есть определенные нюансы. Ну, допустим, у вас ребенок в средних классах учится, там, 5-7 класс. Вы все равно ему даете какие-то деньги на карманные расходы. Если не даете, то это ужасно. Научитесь понимать, что ребенок должен привыкнуть, что есть определенный достаток, который ему приходит, и он на него может рассчитывать. Очень важно, чтобы он привык рассчитывать на приход денег. Сначала вы ему даете на один день, тут каждый день вы даете по дням, на день. Потом вы даете ему на неделю. Ребенок что делает? Правильно, прожигает их намного раньше. Вы ему говорите, дружище, учись, и опять вы выводите на день. Выводите, он научается опять жить по дням, вы даете на неделю и с небольшим излишком, чтобы он видел излишек. Он опять его прожгет раньше, чем за неделю ему не хватит, понадеясь на излишек. Он говорит, тогда опять на день, но уже без излишка. То есть у вас получается, если он на день получает каждый день, на неделю каждый день, то сумма получается меньше. Если он хочет побольше, надо учиться, что распределять деньги, и тогда у тебя будет оставаться тот остаток, который вам будет давать излишек на неделю. Вы приучаете его к бюджетированию, то есть распределению денег. И второе, видеть излишки, которые он может расходовать по своему усмотрению, а не только на свое житье-бытие. Жвачка, мороженое, как говорится. Также потом с недели выходите на месяц, опять увеличивая излишек. Тем самым он понимает, что если он получает деньги каждый день, то их закрывает только необходимые потребности, а если он умеет распределять, то у него остается остаток уже больше. Это первый этап, если у вас получился, отлично. Дальше пока не ходите. Как он этим излишком пользуется, пока ничего не делаете. Как только вы увидите, что он научился распределять месячный расход, свой доход, как говорится, да, и регулирует свой расход, и он просит вас что-то купить, до этого переговоры это бесполезно. А вот когда это получилось, и он говорит, хочу что-то купить, машинку, вертолет, куколку, да, или там смартфон сейчас, да, неважно, он что-то хочет купить, камеру для съемки. Вы говорите, отлично, а сколько ты вложишь в эту покупку? Ребенок сразу же будет, а как, в смысле я-то? Я же не владею. Как? У тебя же есть излишек? Поучаствуй. Это уже копейки, без проблем. Какую часть ты готов из своих излишков вложить в кубышку, в копилку, да, и поучаствовать, копи, и мы купим. И пока он не накупит оговоренную сумму, это может быть всего лишь 10%. Смотря зависимость какая вещь, это может быть 50%, а может быть вообще 2%. Но он вынужден накопить какую-то сумму, ей поучаствовать в этой покупке. Вот это умение откладывать на определенные цели. То есть целевое бюджетирование называется. Если вы предприниматель, то это по большому счету ничем не отличается. Может применить эту технологию бюджетирования своей организации. Все абсолютно то же самое. Есть, конечно, бухгалтерская отчетность, но если вы понимаете, что такое бюджетирование, это вот про это. Уметь распределять деньги и целевое использование. Хорошо ребенок учится накапливать какую-то часть суммы на покупку своих желаний реализации. Да? Наступает следующий момент. Вы купили одну игрушку по этому способу. Он говорит, а я хочу еще одну игрушку. Помимо машинки катер, а помимо куколки еще хочу колясочку. Хочу еще домик. Вы говорите, отлично. Опять же по этой же схеме. Одну кубышку заводим и вторую кубышку заводим. Еще одну копилочку. Это на машинку, это на вертолетик, это на планшетик. Улавливаете, что в этом моменте ребенок сталкивается с выбором. У него есть какое-то количество денег, и ему эти деньги нужно либо на машинку положить, либо на вертолетик.
многие могут возразить, ну как, богатые так себя не ведут, они не выбирают или. Я машинку, вертолетик, и куколку, и колясочку, и домик для куколок. Все хочу сразу. Отлично. Это, конечно, правильная идея. Но есть одна проблема. Эта жизнь ограничена часами, годами, минутами, секундами. Ваша жизнь, она конечна. И все, что вы хотите, вы в этой жизни не попробуете. Не получится все реализовать. А взросление — это понимание, что жизнь, конечна, и всего в ней не успеешь. Значит, от таких-то желаний вы вынуждены отказаться не потому, что у вас нет средств на это, а потому, что у вас времени на этого не хватит. И придется выбирать. И это очень сложный выбор. И если ребенок это в детстве научится ставить определенные приоритеты, где я хочу, а это где я хочу, но это я откладу на потом или в принципе от этого откажусь. Это очень важный момент понимания своих ощущений, своих желаний, своих настроев, своих мотивов. И вот когда он уже научился вот так делать, можно считать, что это финальная точка обучения вашего ребенка пользоваться деньгами. Как, в принципе, и бизнесмена бюджетировать. Но есть еще одна полезная история. Так вы приучаете ребенка, и себя расходовать только те деньги, которые вы якобы заработали. Не как якобы. Трудом, усилием, силой воли. А где доход, который может к вам прийти, так сказать, легкие деньги? Просто ниоткуда. То есть вы иногда, не так часто, но все-таки даете ребенку иногда 100 рублей, а иногда и 5000. Но это должна быть либо крупная сумма, либо это мелкая сумма. Но даете ее не на Новый год, не на день рождения, не под великий праздник, а просто так. И тогда ребенок понимает, как и вы, в принципе, что иногда деньги просто приходят. Кто-то дарит, какая-то удачная сделка подворачивается, и вы не проходите мимо этого, а пользуетесь этим. Я был сильно удивлен, когда сам со своими участниками тренинга делал некий фокус, выводил людей из тренингового пространства в коридор, потом на лестничный марш. Перед входом в зал, где проходил тренинг, я ложил 5000 и стоял рядом с дверью. Человек выходил из лестничной клетки, проходил немного по коридору. Говорю, что, можно заходить? Я говорю, да, заходите. Понятно, что я немного отвлекал внимание его на себя. Но из более чем 20 человек 5 нашли, только 2 человека говорят, 5000, можно взять? Я говорю, конечно, возьми. Все остальные прошли мимо. А дальше внутри сидел другой человек, по-моему, помощник, и спрашивал, 5000 что не забрал? Какие 5000? Иди посмотри, там есть. Он выходил, говорит, я говорю, да, вот лежит. Ты только что положил. Я говорю, да, конечно, только что положил. Понимаете, что человек даже отрицает, он рационализирует, этого не может быть. Вы меня обманываете. По факту человек не готов к легким деньгам. Он их даже не видит. Поэтому учите это с малолетства своих детей. Иногда давайте им так называемые вертолетные деньги. Что еще полезно для владения деньгами? Когда к вам приходит сумма, пускай это будет 1000. Вы 5% кладете в кубышку, называемый праздник. И вторая кубышка финансовое благополучие. Сумма должна быть абсолютно одинаковая. Сюда 5%, сюда 5%. Если сюда 10%, значит и сюда 10%. Финансовое благополучие, вы кладете эти деньги под проценты. Можете купить акции, облигации. Неважно, вы это во что-то вкладываете. А вот кубышка другая, называемая праздник, вы расходуете не реже, чем раз в месяц. Можно раз в неделю. И эти деньги вы можете потратить на фейерверк, но не можете потратить на хлеб. Это деньги вашего внутреннего ребенка. И он радуется, что он их получил. Он их тратит на все, что он хочет. А внутреннему взрослому он говорит, до свидания, меня не волнует, не твоя квартплата.
не твой хлеб, ничего меня не интересует, я пойду куплю себе мороженое, могу купить фейерверк, открыть форточку, смотри, какой я богатый, и позволить себе распоряжаться им реально по-детски. Потому что энергию на зарабатывание денег вы берете у ребенка. Если он хочет больше шиковать, он увеличит входную сумму. Это будет уже не 1000, а 5000, 10 тысяч, миллион. Вот, пожалуйста. А уже на оставшиеся, если тут 5%, тут 5%, 90% осталось, вы уже живете, закрывая все свои текущие потребности. И тем самым ваш внутренний мир принимает, что вот есть деньги, на которые он всегда радуется. Это ощущение радости от финансового потока, ощущение безопасности, потому что вы вкладываете в свою финансовую безопасность. И вот это вот наслаждение внутреннее, и покой, и радость дают вам легкость в принятии решений с деньгами. Вы их начинаете... многие люди боятся тратить деньги. Это же, вдруг не хватит. И вот это ощущение расставания с деньгами приводит к тому, что они вообще перестают зарабатывать деньги. А то же их придется потом отдать. Они теряют контакт, как в другом видео говорил, со своими желаниями и фокусируются на том переживании, что они беднеют, когда расстаются с деньгами. Благодарю свои счета с любовью и благодарностью. И оплачиваю их с радостью. Вот к этому ощущению нужно вам прийти. И еще одна полезная штука в управлении внутренних финансов или финансов семьи. Это подушка безопасности. Когда вы накапливаете сумму, она должна быть легко оттуда доставаться. Это, допустим, вы ложите в банк, может быть, не под большие проценты, но вы их можете легко превратить в деньги. Очень легко. И эта сумма должна равняться полугодовому вашему обороту семьи. То есть вы можете полгода прожить без доходов. Это позволяет вам легко уйти с одной работы, устроиться на другую. Позволяет, допустим, один бизнес закрыл, другой бизнес открыл. А не держаться зубами и всеми возможными средствами, приковывая себя наручниками к той работе, которая вам уже не нравится и уже надоела. И не только не нравится, надоело, уже вымотала все нервы. Если у вас нет способа принимать решения, только некой безопасности, вы никогда оттуда не уйдете. Вы перестанете себя ценить, как в прошлом видео я говорил, и контактировать своими возможностями. И что вы будете делать? Беднеть. Прекратите себя насиловать. Живите счастливо, с удовольствием и в финансовом благополучии.